Всем привет! В этом видео я вам хочу показать, как приготовить такой шоколадный стаканчик с зефирными цветочками. Если вам интересно, смотрите дальше. Как приготовить такой шоколадный стаканчик, пирожное, у меня тоже есть видео на канале, ссылку оставлю в описании. Приготавливаем пирожное, наполняем с любимой начинкой. Чтобы приготовить классический яблочный зефир, нам понадобятся яблоки. Или Антоновка, или Гренни Смит. У них самое большее содержание пектина. Яблоки режем на кусочки. Если яблоки красивые, то их не надо очищать от кожуры. Только серединки немного можем вырезать. Потом яблоки ставим в форму для запекания. Также можно готовить пюре и ковшики на плите. Если будем готовить в духовке, форму покрываем фольгой. Если будем готовить ковшики, просто нарежьте яблоки на маленькие кусочки, покройте крышкой и на очень маленький огонь варите до очень мягкого состояния. Если готовим в духовке, то 180 градусов примерно 40 минут, смотря на какие кусочки порезали яблоки. Яблоки надо готовить до такого состояния, когда они уже разваливаются. Потом надо яблоки перебить блендером. Пюре надо пропустить через сито. Такое пюре мы можем хранить в морозилке. Можем сразу поделить на порции. Отмеряем нужное количество яблочного пюре. Добавляем обычную воду. Туда же добавляем сахар и агар. Сила у меня 900. Ставим ковшик на плиту. Вначале на большой огонь, потом на среднюю. И варим эту массу до 105-106 градусов. Параллельно отмеряем белок. Взбиваем такую мягкую пену. И взбивая, добавляем сахар. Потом взбиваем белки с сахаром до очень плотных пиков. К этому времени у нас сироп уже 106 градусов, но подойдет и если будет 105 градусов. Непрерывно взбивая, вводим сироп в белки и взбиваем до очень плотной массы. Должна быть очень крепкая, плотная масса. Перекладываем в кондитерский мешок. Если отсаживаем зефирки обычные, то мы отсаживаем теплую массу. Но если мы готовим цветочки с насадками, то эта масса должна остыть примерно комнатной температуры. Если мы отсаживаем теплый зефир, то у нас будет получаться как закрытые тюльпаны. Поверхность должна быть тоже из зефира. В данном случае я сделала у стаканчика такой, как купол из зефира. И на этот купол я отсаживаю зефиры. Чтобы красиво отсадить зефирные цветочки, есть 3 момента. Первое. Надо, чтобы дно прилипло к поверхности, чтобы цветочек сразу прилип. Потом мы поднимаем, останавливаемся, даем цветочку стабилизироваться пару секунд. И только потом отсоединяем насадку от отсаженного цветочка. Если мы будем сразу тянуть, то у нас может цветочек закрыться и не получиться. И третье, конечно, зефирная масса должна быть остывшая. Тут трудно сказать температуру. Тут просто вы отсаживаете и смотрите. Если цветочки закрываются и не получается, значит слишком теплая масса. Если у нас какой-то цветочек не получился, мы просто его снимаем с ножом и отсаживаем новый цветочек. Ту массу, которую мы сняли, перемешиваем и ставим обратно в кондитерский мешок. Ее опять можно использовать. Периодически надо насадку чистить. Или проходимся ножом или влажным полотенцем так, чтобы, отсаживая цветочки, насадка постоянно была чистая и там не были кусочки зефира. Из сахарной бумаги распечатала вот такие картинки и прикладываю на шоколадный стаканчик. Чтобы потренироваться отсадить красивые цветочки, мы можем просто приготовить зефир одного цвета и отсаживать
цветочки, тренироваться, что получится, и понять, как с этой массой работать. Пирожное стаканчик режется без проблем. Как только отсаженный зефир, и также само хорошо разрезается зефир, когда он уже стабилизировался. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!